Друзья, всем привет! Наконец-то HyperOS 3 смогла нарастить свои темпы выпуска на смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, и, можно сказать, радуют разработчики рассылкой этой прошивки. И вот в кои-то веке эта прошивка дошла и до Poco серии. Ведь одно дело, когда мы смотрим эту HyperOS 3 на смартфонах Xiaomi и Redmi, на планшетах Xiaomi падах, ну а что же у Poco будет с HyperOS 3? Ну и в этом видеоролике мы с вами это и узнаем. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у нас подопытным сегодня выступает смартфон Poco F7. С одной стороны, это, можно сказать, такой хит продаж 2025 года, потому что по своим характеристикам и спецификациям он получился весьма неплохим. Многие его приобрели и очень сильно ждали, когда выйдет эта самая HyperOS 3. Сразу отвечаю на вопрос, как я ее установил на свое устройство, все получилось очень прикольно. Я взял, скачал файл, который в принципе доступен уже на сегодняшний день, и с помощью метода трех точек вот тут вверху, и где выбрать получается файл прошивки, указал свой файл, вот через этот выбрать файл прошивки, и у меня система пропустила и дала возможность, соответственно, обновиться до HyperOS 3. Но все-таки в планах есть еще одно такое интересное видео, которое касается обновлений, но об этом мы с вами поговорим чуть попозже. Вообще, с одной стороны, вы мне сейчас можете сказать, что в принципе HyperOS 3, что на там Xiaomi, Redmi, на планшетах, Xiaomi падах, должна быть идентичной и на Poco смартфонах. Но как бы не так. Самое первое и важное такое отличие от Xiaomi Redmi смартфонов, это то, что на покафонах, к сожалению, не добавляют нового стиля ярлыков. Да, кто-то может сказать, что это и хорошо, ведь этот закос под iPhone не очень. Кто-то может наоборот сказать, что как бы лучше бы добавили для разнообразия, потому что вот эти стоковые унылые значки уже немного позадолбали. Ну а третьи смогут сказать, что ведь что мы тут с вами мучаемся, спорим, можно спокойно там зайти в темы, загрузить Dogfruit ярлыки и в принципе этим пользоваться. И вот я вам также показываю, что значков у нас лишь только 2 штуки. Да, вы можете с помощью сторонних тем себе выполнить подмену под те ярлычки, которые должны быть, и в принципе этим можно также будет пользоваться. Так что разработчики тут нам подкинули такую небольшую лажу. Второй момент, который также будет отличать смартфоны Poco, но опять же я не берусь говорить за все, скажем, смартфоны Poco, давайте вот конкретно по F7. Значит, будет его отличать от тех обновлений, которые вы уже видели на канале, тем, что после обновления у меня каким-то образом стали доступны Mi-сообщения. То есть все то, что скрывалось, скажем так, в недрах системы, почему-то вылезает наружу. Я же такой подумал, ага, вот если у меня появились Mi-сообщения, то почему бы не гульнуть? Я что сделал? Я пошел по методу сброса настроек до заводских, опять же никого не призываю это делать. Далее в первоначальной настройке выбираю регион Таиланд, и после чего мне становится доступна звонилка MIUI, доступны у меня контакты соответственно, и бонусом нам с вами едут сообщения. Я не знаю, как вообще произошло с этими сообщениями и почему они в принципе вылезли, но что-то мне сдается, что в будущих обновлениях разработчики могут это пофиксить. Ну а пока, раз такая возможность есть, пользуйтесь, как говорится, почему бы и нет. Те, кого волнует запись звонков, она тут присутствует, я вам сейчас это продемонстрирую. Все работает отлично, без всяких предупреждений, как это в Google звонилке реализовано, и я могу сказать, что это очень крутая история. Очень скучаю по тем временам, когда это все было по умолчанию, и ничего дополнительного делать не нужно. В нынешних же реалиях, да, немного нужно поплясать с бубном, но и при этом всем мы с вами в конце концов получаем тот самый итоговый результат. И вы думаете, что это как бы и все, но я вам хочу сказать, что нет. Мы с вами далее идем в раздел взаимосвязанность. Опять же старая песня, что взаимосвязанность, кросс-платформа, объединение экосистем, ну и прочее. И что мы с вами получаем? Заходим, получается, в раздел уведомления, и тут у нас появляется раздел под названием «Другие функции». Что же это за функции такие? А показывать уведомления iPhone на этом устройстве. То есть получается, что на смартфоне Xiaomi 15 в первом обновлении, на него, кстати, еще одно обновление пришло, но я в эти недра еще не лазил.
Получается, в первом обновлении на Xiaomi 15 такого не было. Смартфон Poco F7 получает такую историю. Давайте подключимся к интернету и посмотрим, что же нам тут система будет предлагать, какую информацию. То есть, получать уведомления с вашего айфона на вот, соответственно, Poco F7. То есть, нам там нужно выполнить входы в Mi аккаунты, скачать приложухи, и у нас будет объединение между экосистем. Ну, кстати, вот это уже очень даже. Потому что вот об этом много было сказано на презентации, но вот именно каких-то реальных кейсов, ну, я, честно, не мог даже заметить. А тут мы с вами получаем такую целую историю с другими функциями. Ну, в общем, прикольно. Надо будет попробовать со своим айфоном, посмотреть, как же вообще в принципе оно будет реализовано. Мы с вами двигаем далее. Что еще нового такого можно заметить в этом обновлении? Получается, когда прошивка пришла, мне повылезала куча обновлений компонентов. Я, понятное дело, побежал обновлять. И что мы с вами получаем? Как бы мелочь, но приятно. Теперь в разделе AI-писатель у нас появляется, в принципе, описание всего того, что этот раздел может. Далее мы можем выбрать начало работы, нас перекидывает сразу в заметки, чего не было ранее. Тут мы с вами нажимаем вот на этот умный карандашик, нажимаем согласиться, еще раз с вами выбираем по пустому месту, и вот здесь, смотрите, у нас появляется Deep Sync. Что это за опция? Это получается более улучшенный и глубокий анализ, который связан с Gemini. Тема, которая, в принципе, позволит вам как-то более, знаете, лучше писать там сценарии, конспекты, лекции, ну и прочее. То есть все то, что как бы раньше было как бы-то для флагманов, сейчас это вот переносится и на предфлагманы. И я могу сказать, что это очень круто. Теперь же далее, что касается персонализации. Вообще тут тоже какие-то были очень странные фокусы с этим всем делом. Я прошивку поставил, у меня получается никаких динамических обоев не было. Потом каким-то макаром, я не знаю, что обновилось, они у меня проявились. Понятное дело, меня затребовала еще система зайти в Mi аккаунт. Я вообще не понимаю, для чего это вообще в принципе необходимо. Ведь как бы дать эту тупо опцию пользователям и все. Но нет, оно требует у нас, соответственно, входа в Mi аккаунт. Ну, как бы ладно. Из всего того, что, опять же, было показано на презентации, там какие-то новые стили, новые какие-то динамики, тут, понятное дело, этого не будет. Отдельно на персонализации я останавливаться не буду, потому что об этом уже, ну, я не знаю уже, кем мне было сказано. То есть ничего нового тут разрабы нам не добавляют, по значкам я вам рассказал, по уведомлениям тоже ничего тут нового нет, и активный экран, понятное дело, разработчики не улучшили. Теперь, что касается рабочего стола. Многие вообще, вот, я знаю, там агрятся, говорят, что вот Poco Launcher, он в этих аппаратах идет, почему бы его не выкинуть, почему бы там системную оболочку не добавить. Но хочу вам сказать следующее, что поскольку Poco себя позиционирует как отдельный бренд, соответственно, они хотят, чтобы у них было все отдельное от Xiaomi. Ну, как бы это на бумаге. По факту они берут именно оболочку от Xiaomi, ну и в принципе как бы HyperOS, та, которая выпускается компанией Xiaomi. Получается, многих не устраивает то, как в принципе Poco Launcher работает, его фишки, не устраивает вообще в принципе подход разработчиков к этому делу. Но с переходом на HyperOS 3 мы с вами получаем куда лучше анимации, в принципе, куда лучше отзывчивость смартфона. Плюс разработчики добавляют на рабочий стол ту самую панель поиска на рабочем столе. Кому-то она нравится, кому-то наоборот она не нравится, но хочу от себя сказать следующее. Если она у вас активирована, то вы не сможете получить 3 стиля сетки рабочего стола. Как только вы ее активируете, у вас остается 2. Выключаете, у вас обратно появляется 3. Потому тут вам уже необходимо выбирать, вообще в принципе, необходима ли вам эта фича. Вы мне также зададите вопрос, как же ее пользоваться, нажимаете на поиск, ну и далее, соответственно, у вас проявляется поиск по приложениям, по там всему тому, что у вас есть на смартфоне, и плюс есть такая история, как AI-поисковик. Опять же, я уже об этом рассказывал, и еще раз напомню, что это минимальный чат GPT, и в принципе, если хотите что-то более лучшее получить, то, конечно, необходимо использовать более серьезные системы, нежели это, что нам предлагает компания Xiaomi. Возвращаясь обратно к анимациям и в принципе тому, как тут все себя ведет и отрабатывает, я остался доволен. Хотя я думаю, что многие владельцы Poco F7 смогут мне сказать такой момент, что в том же Телеграме проявляются фризы, то есть картинка нечеткая и в принципе есть проблемы. Опять же, не знаю, с чем это связано, разработчики об этом знают, но почему-то исправлять особо это не хотят.
Ну и теперь самая последняя фича, которая, конечно же, является, вот назовем это так, фишкой, это все новые HyperOS 3 Global, это, конечно же, динамический островок. Активируем часы. Далее, где у нас здесь диктофон? Ох уж эти, знаете, ярлыки покафонов, ведь они очень такие непривычные, потому что, когда ты Xiaomi поюзаешь, то, конечно же, ты привыкаешь к хорошему. Так вот, мы сворачиваем, дальше мы нажимаем вверху вот на эти штуки. Ой, кстати, как оно классно только что у нас проявилось. Давайте на дикта... Ох, ты ж, ё-моё, я даже не знаю. Это либо лаги какие-то, либо это, в принципе, тут что-то разработчики нахимичили. Но выглядит вроде бы как... Вот теперь, кстати, все правильно. А то что-то так поначалу оно так очень так еле-еле, как, знаете, старые Жигули заводятся. И вот так вот оно, соответственно, почему-то немножечко начало подвисать, подфризивать. Я, кстати, первый раз активировал динамический островок, до этого я его еще не активировал. То есть в целом все работает так, как надо, в целом оно у нас существует, как сказали разработчики, все больше приложений будет добавляться в работу и в совместимость с этим динамическим островком, но там, как говорится, поживем и увидим. Ну и давайте мы с вами подведем итог этому обновлению на смартфоне Poco. С одной стороны, я остался очень удивлен, в частности, проявлению Mi-сообщений. Я остался удивлен тому, как, в принципе, разработчики поступили со значками. Удивился, что добавились уведомления от iPhone, хотя почему-то на Xiaomi 15 такого не было. Плюс есть вопросы по персонализации. Ну и в целом нет вопросов по рабочему столу и по лаунчеру, потому что мне понравилось, как его причесали. Остался ли я доволен, ну, как бы давайте отбросим все там задротские какие-то штуки и прочее. Остался ли я доволен как обычный пользователь? Ну, скорее всего, да. Но, опять же, те же самые значки лично по моему субъективному мнению, можно было бы и поменять. Ведь, конечно, можно пойти в темы, скачать значки там и т.д. и т.п. Но, опять же, зачем это делать, когда эту опцию можно добавить в настройки и сразу в системе это поменять. Но, как говорится, опять же, это совсем другая история. Стоит ли вам сейчас обновиться на эту прошивку? Опять же, если вы готовы смириться с некоторыми моментами и нюансами, то в целом можете. Если вы считаете, что эта прошивка еще не та, которая должна быть, если вы считаете, что разработчики должны ее допилить, доделать, то подождите следующих обновлений, там должны будут устранить все то, что не было доработано в первой версии. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.